Добрый день добрым людям! Сегодня готовлю шашлычный соус. Для этого буду запекать перцы. Вот такие взяла, мясистые, крупные. Мне надо, чтобы было достаточно пюре. И буду запекать помидорки. Поставлю в духовочку минут на 40 при температуре 220 градусов. Но буду смотреть по готовности. Может быть, чуть меньше, может, чуть больше. Во всяком случае, я должна освободиться в помидорах от кожицы и семечек, а в перцах я должна снять кожу. Итак, запеклись мои овощи, перцы и помидоры. И посмотрите, что у меня произошло. Изначально я поставила на 220, и у меня они начали подгорать вот таким образом. Поэтому я быстренько переставила на 180 духовку, и запекать мне пришлось не 40 минут, а запекала я 55 минут. Поэтому будьте внимательны к вашим овощам и к вашей духовке. Все индивидуально, лучше не рисковать. Но я успела спасти, ничего тут страшного не произошло. Подпеклись не все, и хорошенечко испеклись мои томаты. Я освобожу от кожи. Для чего снимаем кожу? Безусловно, кожа – это часть помидора, не противопоказанная к употреблению. Но вот эта кожа пластмассовая, посмотрите, еще раз я вам покажу, вы и без меня знаете, она не переваривается в желудке. И для людей, которые берегут в желудочно-кишечном тракте, не только в желудке, которые берегут свое здоровье, кожу, безусловно, надо снимать, особенно в тех блюдах, в которые много кладем помидор. Вот эти помидорки протру через сито и освобожусь от кожицы и от семян. И как минимум это послужит для улучшения вкуса. А уж снимать или не снимать кожицу вам, это вы решите. И дальше посмотрите еще на мои перцы. Сейчас я этим займусь. И перцы я буду очищать вот таким образом. Посмотрите, если надрезать ножницами, то немножко выделяется сок. Давайте другую попробуем. Вот он, выделяется сок. Этот сок надо сохранить для будущего соуса. И вот, посмотрите, как легко отделяется кожица. Я сниму кожу, и я удалю и промою вот эти вот семечки. Сейчас я этим и займусь. Ну вот, я очистила перцы. Вот сколько у меня получилось перцев из 2 килограмм. Вот они такие пластинки, как мяско. Очень вкусные, ароматные. И вот томатки. Я тоже их очистила. И теперь буду протирать. У меня будет 2 ступени очистки. Первая на более крупное сито. И вторая на более мелкое. Вы на меня не смотрите. Вы делаете так, как будет удобно вам. Ведь помидоры освободить от кожи и от семечек можно разными способами. Можно не запекать, можно их пропарить в кастрюльке и протереть через сито. Это ваше творчество и ваша фантазия. А я буду протирать. У меня подошла к концу промежуточная работка. Вот так я освободила сок от кожицы и семян. Вот он у меня какой получился. Очень ароматный, очень вкусный и без семечек и кожицы. Теперь подготовленные перцы я аккуратненько опущу в эту кастрюльку и измельчу все блендером. И еще не все. Подготовленный чеснок я через пресс продавлю подготовленные мои продукты. Я хочу показать, что у меня получилось. Вот мой перец в томатном соке и с чесноком. Теперь измельчаю погружным блендером это все. Измельчу и потом еще раз вам покажу, что получится. Вот что получилось. Вот такая вот уже густая масса. Теперь будем ее дальше заправлять и уваривать. Продолжать процесс приготовления вот этого вкуснейшего грузинского шашлычного соуса. Набираемся терпения и продолжаем. Всем еще раз добрый день. Буду продолжать готовить
свой грузинский соус. Честно вам признаюсь, вчера не было сил у меня его заканчивать. Я его взбила блендером, перец и помидорки, и пихнула в холодильник. И посмотрите, что я сегодня увидела. Вот какой он густой, остывший. Это не просто соус, это какая-то паста получается. Так вот, продолжаю готовить сегодня. Сейчас я поставлю это на плиту, доведу до кипения, и с момента закипания, снимая пеночку, буду готовить минут 40-50. Буду видеть по степени готовности. Посмотрите, какая прелесть получилась. И что хотела сказать по поводу запеченных овощей. Однозначно, это намного вкуснее, чем просто прокрученные через мясорубку или блендером и протушенные овощи. Есть 5 овощей, вопреки расхожему мнению, что овощи лучше скушать сырыми, которые лучше скушать в приготовленном виде после термообработки. Это, к моему удивлению, и вас я хочу удивить, черника, шпинат, лук, морковь и томаты. Вот эти 5 овощей лучше скушать после термообработки. В томатах увеличивается в разы содержание ликопина. Это великолепный антиоксидант. Так что делаем выводы. Теперь в закипевший соус я добавлю 2 столовые ложки соли, я уже подготовила, и 3 столовые ложки сахара. И еще очень не люблю жир в заготовках на зиму, поэтому дрожащей рукой 2 столовые ложки растительного масла, и для начала я волью всего лишь 2 столовые ложки уксуса. Все. На этом я остановлюсь. Потом, когда будет практически готово мое блюдо, готов соус, я посмотрю на вкус, возьму ложечку, остужу, посмотрю на вкус и доведу до вкуса. Но это еще не все. Поскольку это соус грузинский, а грузинская кухня предполагает остроту, меня научил муж моей подруги, Рома. Он мигрел, но родился и жил он в Абхазии. Поэтому я добавлю не полную ложку молотого перца чили. Сама сушила, сама молола. Пока не хочу добавлять больше. Вот он у меня, видите, какой. Тоже яркий, красивый, сама сделала. Вот так продолжаем. В целом готовиться у меня будет это 40 минут. Вот закончилась моя работа по созданию грузинского соуса с белорусским акцентом. Он получился очень вкусный, острый и очень ароматный. Посмотрите, какой он густой. Он еще теплый, но очень густой. Когда он остынет, он будет еще гуще. Я не удержалась, честно признаюсь, и добавила пол чайной ложки имбиря молотого сушеного и пол чайной ложки мускатного ореха. Я люблю что-нибудь сделать от себя, то есть, доводя до вкуса, мне захотелось вот этих пряностей. Вы у себя добавляете то, что посчитаете нужным. Это творчество, и каждая хозяйка имеет право абсолютно на все. Если вам понравился мой рецепт, пожалуйста, нажмите на колокольчик и оставьте ваш комментарий. А если вы хотя бы один раз улыбнулись, просматривая мое видео, то подпишитесь на мой канал. Приходите, будем вместе готовить. Добра вам и здоровья!